залишиться на этих światach już nie narodzają w planach wierną swój publiczną. Старая больница. Наше следующее видео от команды охотников за паранормальными явлениями, которые отправились в одно из самых призрачных мест в Теннесси – старую больницу Южного Питтсбурга. В ту ночь команда провела там около 10 часов, и один из мужчин смог запечатлеть что-то действительно таинственное в конце коридора. Он рассказывает, что это выглядело как фигура, стоящая рядом с дверью, но она очень быстро исчезла. И если мы замедлим видео, то увидим на миг данную теневую фигуру. По мнению команды охотников за паранормальными явлениями, это могла быть теневая фигура, которая наблюдала за ними в ту ночь. Здесь кто-то есть. В следующем видео мужчина исследует заброшенную школу в Кливленде, штат Огайо. Homeless people been here. What's that? В самом начале своего исследования он уже слышит звуки, но не придает этому особое значение. Но все больше бродя по этому помещению, он уже начинает пугаться этих резких и громких звуков, предполагая, что помимо него тут кто-то есть. Он подходит к помещению, предполагая, что звуки доносятся именно оттуда. Он находит способ обойти заблокированный вход, войдя в соседнюю классную комнату. А дальше случается нечто ужасающее. Yeah, somebody's been. Look at that. Somebody's been living in here. Somebody's in here. I'm out. Он подходит слишком близко к тому, кто, кажется, прячется в одной из комнат в школе. Он быстро убегает, не желая узнать, кто или что это было. Но это еще не все, что произошло при этом осмотре заброшенной школы. При просмотре отснятого материала автор заметил то, чего он не увидел, находясь там, в этой школе. Посмотрите. В глубине коридора можно увидеть, как кто-то входит в один из классов. После просмотра снятого материала, автор теперь задается вопросом, не следила ли за ним какая-то сущность. Столетнее здание. Девушка по имени Сидни утверждает, что живет в предположительно населенном привидениями столетнем здании. Не только камеры наблюдения в доме, но и она сама засняла происходящие события на видео. Давайте посмотрим.
первом видео мы можем увидеть, как шкафы на кухне самим по себе открываются, причем довольно быстро и агрессивно. На втором видео, снятом камерой наблюдения, сначала мы можем увидеть простые семейные посиделки, но давайте посмотрим дальше. Со второго этажа просто начинают вылетать разные вещи, одежда и игрушки. Когда семейство это замечает, то вскоре покидает комнату. Еще одно тревожное видео из квартиры Сидни – это качающееся само по себе кресло-качалка. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Зрители, посмотрев эту серию видео, были удивлены и напуганы. Нашлись и те, кто сказал, что Сидни просто хотела таким образом прославиться и набрать просмотров в ТикТок. Представляем вашему вниманию новые приключения сударей, во время которых ребята мало того, что попадут в снежный шторм, посетят легендарное шоссе смерти и протестируют доску Уиджи, так еще и разыграют свою легендарную буханку УАЗ-3962 среди своих подписчиков. Это ли не новогоднее чудо? Активность. Данный ролик был снят мужчинами по имени Дейл и Дэвид, которые пошли в известную церковь с привидениями, где они уже снимали, как утверждают, несколько призраков. Когда они только входят, то видят мерцающий свет в коридоре. Мужчины идут проверить выключатель, а когда они находятся уже в коридоре, происходит нечто пугающее. Посмотрите. If you start feeling weird, we should probably just go, because you know that's like what happened to me before. When I started feeling all weird and like hot and everything, and started mad and stuff. But behind you, Dale, behind you, light. It's not the same one. Is this real? That's not that light. It's not the same one. So you like messing with it still? We're back. What do you think about that? What do you want me to know? You'll knock a book over? Did you hear that? I thought that was you. No. Are you serious? Yeah. Go. Sorry if I'm a little... It's these lights back here, but this one right here won't even turn on all the way. Well, I guess I'll play with you and turn the light off. That's what you want to do, right? Play a fun light game. Dale, Please tell me you got that. Right? I did. You got that? I did. Back to your old ways, huh? Playing with some chairs, musical chairs type. Why is it always the chairs? Стул в одном из помещений церкви с силой падает, но мужчины не замечают никого, кто бы мог вызвать это падение, поэтому они продолжают свое расследование. Yeah, we'll put it up on the screen and show y'all what we're talking about, dude. It was so freaking cool and pretty clear, and it's so. Oh my god! Dale, See, I told you. It's the piano, dude. Oh my god. okay. Dale. I don't give a damn what you're doing. I'm going. Oh my god. I don't care what you're doing. Oh. Jeez, dude. Wait, you're leaving me in here. I'm going. I don't care what you're doing. Whatever. I'm not doing this. I already told you. No, I ain't doing this. This is stupid. Когда Дейл и Дэвид снимают видео, стул рядом с пианино внезапно начинает двигаться, пугая их. Дейл чувствует себя не по себе и решает покинуть это место. Дэвид следует за ним. Мужчины также обращают внимание на то, что им удалось сфотографировать теневую фигуру. Посмотрите сами.
белое лицо. Следующее видео от одного из ютуберов, который часто ведет прямые трансляции, играя в видеоигры. И из более чем 700 видео, загруженных на канал, только одно имеет отношение к паранормальным явлениям. Событие произошло в октябре 2020 года. Мужчина идет к двери, просто открывая ее. Но в это время можно заметить нечто тревожное. Посмотрите. My dad got a package that day at 2020-10-14. 13:32:50. Now, as you can see, when he moved, it was still right there. Когда мужчина открыл дверь, чтобы забрать посылку, сначала можно не заметить ничего необычного. Но обратите внимание на девушку позади него, которая сидит на диване. Можно заметить белое лицо, которое находится всего в нескольких сантиметрах от ничего не подозревающей девушки. Если мы увеличим масштаб, можно увидеть то, что напоминает черты лица. Черная тень. Исследователи паранормальной активности Джейсон и Патрик отправляются в тюрьму в Карсон-Сити, штат Невада. Кстати, это одна из самых посещаемых тюрем любителями паранормальных явлений, многим из которых удалось запечатлеть здесь нечто пугающее. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. I'm the newest prisoner. Which cell's mine? Джейсон снимает Патрика, когда тот идет по одному из тюремных коридоров. А дальше смотрите внимательно. Странная черная тень внезапно окутывает большую часть тела Патрика, блокируя свет. Команда заметила эту странную необъяснимую световую аномалию только после того, как посмотрела свое видео. Стоит отметить, что мы имеем уже как минимум 2 жутких инцидента, снятых на камеру в тюрьме штата Невада. Вечерняя прогулка. В следующем ролике мы видим человека, который вышел на вечернюю прогулку. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Первое, что можно увидеть, ужасающее бледное лицо без тела, которое левитирует в воздухе, а также на самом верху лестницы можно заметить прозрачный силуэт. Однако мужчина не замечает данной аномалии и продолжает прогулку. Также ему удалось запечатлеть призрачную фигуру около деревьев и загадочные следы на снегу, которые появляются прямо перед ним. Туннели Бринксвей.
Следующее видео снято исследователем паранормальных явлений. Карл отправляется в туннели Брингсуэй, расположенные в Стокпорте, Англия. Туннели были построены в конце 1930-х годов и использовались в качестве бомбоубежища во время Второй мировой войны. Всего через год после завершения строительства туннелей Стокпорт пострадал от сильных бомбардировок. Многим людям пришлось бежать в туннели, чтобы выжить, но удалось это не всем. На видео Карл отправляется в одиночку исследовать эти туннели. По крайней мере, он думал, что один. I'm gonna keep going. I'm gonna keep going, see where we go to. I know this is probably not a wise idea that I'm walking off on my own and stuff, but I don't know. It's all blocked off again. Right, I definitely can't hear anyone now. Right. Yo, what the f*** is that? Hello? Hello? This is weird. Right, I'm literally on my own in these tunnels. This is really weird because I've just literally come around the corner and, no joking, I think I might have seen like a silhouette or something. Когда Карл идет по туннелю, сначала ничего не происходит, но уже через несколько мгновений силуэт кого-то или чего-то быстро появляется в конце туннеля. Спустя годы. Следующее видео было выложено на YouTube давно, и в нем, казалось, раньше не было ничего сверхъестественного. Но некоторые зоркие зрители посмотрели это видео и заметили что-то странное. Видео было записано парнем по имени Дэйв в печально известной старой государственной больнице Денвера. Денверская больница была сумасшедшим домом, построенным еще в 1874 году. Говорят, что пациенты этой больницы подвергались жестокому обращению от рук персонала больницы. Государственная больница Денвера была закрыта и заброшена еще в 1990-х годах. Давайте посмотрим, что же удалось заснять Дэйву. Итак, парень исследует подвал, записывая все на старую аналоговую видеокамеру. Мужчина этого не замечает, но в дверном проеме можно разглядеть темную фигуру. Дэйв никогда не говорил, что запечатлел что-то паранормальное. На самом деле, молодой человек даже никогда не видел эту фигуру, и только зрители спустя время заметили ее. Призраки прошлого. Следующее видео снято блогером из России. Любитель паранормальных явлений исследует заброшенную школу, которую когда-то использовали немцы во время Второй мировой войны. Полуразрушенные руины старой школы ясно показывают, что здесь был пожар. Местные очевидцы рассказывают, что незадолго до пожара в одном из окон выглядывал силуэт женщины, а мгновение спустя все восточное крыло школы было охвачено пламенем. Никто не смог опознать эту женщину, а точная причина пожара остается неизвестной по сей день. Денис исследует школу в поисках подсказок того, что произошло много лет назад. Вскоре, после начала поисков паранормального, мужчина устанавливает оборудование для общения с духами. Послушайте. Это ты сожгла это помещение? Да.
Чтобы продолжить расследование, Денис устанавливает несколько камер по всей школе, а вскоре одна из них снимает нечто паранормальное. Две двери, кажется, открываются сами по себе. Некоторое время спустя, когда Денис исследует одну из комнат, происходит что-то действительно жуткое. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Предметы просто начинают двигаться сами по себе. Когда Денис, спустившись в подвал, снова решает пообщаться с духами, свет вдруг выключается, а вокруг слышны звуки, похожие на то, как кто-то убегает. После того, как снова появляется свет, оборудование издает зловещее предупреждение. Что тебе нужно от меня? Как только ютубер получает ответ на то, чего же хочет от него этот дух, он решает покинуть эту школу. Странные вещи. Следующие 3 видео снял Крис. Как он утверждает, ему пришлось пройти самому испытание паранормальными явлениями, и он видел достаточно страшные вещи. Итак, давайте перейдем к первому ролику. В начале первого видео он объясняет, что за день до этого он и его двоюродный брат вытащили доску для спиритических сеансов и начали играть. Конечно же, это было огромной ошибкой. Сначала кажется, что все в порядке, но потом все начинает набирать обороты. Прислушайтесь к странным звукам, которые слышны, когда Крис снимает видео. Этот звук похож на постукивание. I heard it, but I didn't see it. I still hear it. You can hear that, can't you? I can. Sound like tapping. Everybody's like, oh, it's the hutch. It's the hutch. Через несколько секунд после того, как Крис сказал, что слышит постукивающие звуки, штатив падает сам по себе. Также мы можем услышать странные нечеловеческие звуки. Послушайте сами. Во втором видео Крис объясняет, что он ходил по кухне, потому что не мог заснуть, поэтому решил помыть посуду, чтобы ему было чем заняться. Но, как утверждает Крис, когда он выключал воду, она включалась снова.
It's like the second time tonight. Он также объясняет, что незадолго до этого слышал, как душ в его доме включился сам, и вода лилась, пока он сам ее не выключил. Посмотрим третье видео этого пользователя. Оно было снято поздно ночью. Стул поднимается и опускается сам по себе. Собаки обращают на это внимание, а Крис пытается понять, что делать. Очевидно, он очень напуган и обеспокоен. По сей день неясно, с чем именно имеет дело Крис. Рычание демона. Следующее видео снято любителем городских исследований. Крис посещает старую церковь, расположенную в Кливленде, штат Огайо. Когда Крис исследует это место, ему начинает становиться жутко. Давайте посмотрим. Swore I heard something. Крис спускается в подвал заброшенной церкви. Он слышит звуки, похожие на звон металла или пластин, и останавливается. That's weird. That was upstairs. Oh shit. That was loud. На записи со статичной камеры можно увидеть, как дверь закрывается сама по себе. Он поднимается, чтобы проверить, что же там происходит. That door wasn't closed. At least I don't think it was.
does that say? Мужчина натыкается на дверь, которая, как он думал, была открыта в прошлый раз, когда он заходил сюда. Обратите внимание, слабый звук слышен неподалеку, похожий на демоническое рычание, но он его не слышит. Только после просмотра ролика на это обратили внимание зрители. Аттракцион. Следующее видео родом из Санта-Крус, и его сняла девушка по имени Джален. Вскоре после закрытия парка аттракционов девушка кое-что замечает и начинает снимать. Посмотрите. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. This is scary. Where the Okay, I'm really bad at this. No one's on there. Is there? Okay, I totally saw someone in the camera. Кто-то, кажется, сидит на аттракционе свободного падения, несмотря на то, что аттракцион должен быть закрыт. Но потом, кто бы или что бы это ни было, оно просто исчезает. Джален объясняет, что и она, и ее друзья видели, как кто-то сидел на аттракционе, и они понятия не имеют, как объяснить это явление. Стоит отметить, что аттракцион Санта-Крус открылся достаточно давно, но за последние годы там произошло по меньшей мере 3 подтвержденных несчастных случая со смертельным исходом. Один из слухов даже гласит, что посетитель парка трагически сломал себе шею на этом аттракционе и потом скончался. Тюремные блоки. Следующее жуткое видео было снято ютубером и по совместительству любителем паранормального. Он утверждает, что запечатлел теневую фигуру во время расследования тюремных блоков в старой тюрьме Западной Вирджинии. Когда он осматривал тюремные камеры, то чувствовал нахождение чего-то или кого-то позади себя. Просмотрев видео несколько раз уже дома, он понял, что столкнулся с теневой фигурой. Посмотрите сами. It looked like there was a person there. Right there in front of me, it looked like there was a person. Это выглядело так, как будто там был теневой человек, прямо перед ним. Стеклянный стол. Следующая короткая запись найдена на Reddit, где на камеру, установленную в доме, было снято что-то странное. На первый взгляд мы видим, как стеклянный стол по непонятным причинам разбивается на мелкие осколки. Но после более глубокого анализа можно заметить кое-что интересное. Световая аномалия летит из левого верхнего угла в сторону стола, а затем разворачивается и исчезает из поля зрения камер. Когда аномалия касается стола, стекло таинственным образом разбивается вдребезги. Репортаж. Данный ролик, как пишут многие зрители, является доказательством существования паранормальных явлений. Это был простой новостной репортаж, документирующий старый туннель Факуати, который расположен в горах в Токио, Япония. По легендам, он населен привидениями и имеет репутацию одного из самых страшных мест по всей Японии. Новостная редакция услышала о старом туннеле Факуачи с привидениями и сумела раздобыть жуткую фотографию женщины, которая, как говорят, скончалась в туннеле. И очевидно, заинтригованная
Шокированная слухами о том, что в туннеле обитают призраки, новостная редакция отправила в туннель репортера в сопровождении одного оператора, чтобы посмотреть, что они смогут найти. И вот что им удалось заснять. この辺でいいですかね。写真撮ります。 Репортер явно напугана. Она решает сделать снимок в темном туннеле. Смотрите, что удалось заснять. Во вспышке света от камеры можно увидеть таинственную белую фигуру, просто стоящую там в темноте. Мы видим фигуру только на долю секунды. И в то время, когда был сделан снимок, съемочная группа вообще не заметила фигуру. Не забудь попрощаться. Следующее страшное видео найдено на YouTube. Автор ролика вместе со своим другом пошли в здание с привидениями. Пока они были на кухне, с ними случилось что-то действительно ужасающее. Посмотрите. Spirits, can you stop doing that, please? We want you to go back to hell. Fuck my eyes, dude. That's scary. Guys, I kid you not. My hands are right here. His hands are right here. This is literally happening right now. Look, our hands are both here, and this is happening. Look, they're flickering. Oh, there it is again. What the f is going on? What's going on? Inside of the kitchen right now, trying to see if we can talk to anything. Whatever's doing this. Holy shit, the lights are going crazy in here. It's like throwing me off. Yeah, I know. It's like blinding. Huh? Oh, that was a bright one. What's going on in this house? Is that like a poltergeist? Oh, dude, that's insane. Doesn't like a, that's definitely that's a poltergeist. That's what you would call a poltergeist. That's a poltergeist right here. My spirit box is malfunctioning. I can't get it to do anything. Oh, what the hell? What's causing these lights to go crazy like this? Is there a demon in this kitchen? What did that say? It said ready or not. Ready? What are we ready for? What's going on? I've never had anything like this happen in my life. Yeah. Like, nothing like this ever. I've never seen anything like that. Like there's something trying to talk to us. Oh, I hate that bright one, whatever that one is. It smells like gas. Gas? Yeah. Oh! The oven. What the f***? This was on. The oven was on. Was it? Yeah. You smell gas? Yeah. Holy dude. Bro, that's scary, right? This switch over here, that switch, that oven switch right there, was set to on. It was like this. No, we're not turning anything on. It was set to on. That's why I'm smelling gas. Are you doing this? Are you trying to burn this house? Please don't. What? What? The kitchen. You're fucking kidding me. В какой-то момент свет на кухне начал мигать, и вдруг духовой шкаф включился сам по себе. Но это был еще не конец. Вскоре после этого они решили пообщаться с призраком. И то, что произошло после этого, действительно ужасает. I literally just realized something. Gas in the kitchen, the lights flickering. That could have started a fire. Yeah. That could have started an explosion. It's like they tried to actually kill us. With the lights flashing like that, yeah. That's electrical turning on and off. Honestly, I was worried those lights were gonna explode. Yeah, and with gas seeping into the kitchen, that would have caused an explosion if I hadn't paid attention to the gas. Holy shit, I just realized that. Were you trying to kill us with gas? Were you trying to start a fire? Not even like one proper response. No. I don't like you. Yeah, me neither. You tried to hurt us today. We want you to get out of here. You're not wanted anymore. Doesn't seem to want to talk to us anymore. Yeah, for real. I think you're a really evil demon. And I don't like you, and neither does Angelo. Angelo, do you like the demon? Not particularly, no. You're not even from this world. We don't like you. We don't want you here. We summoned you on the Ouija board
Run? Run. It just said run. No, we're not running. I'm not going nowhere. What do you mean by run? Dude, what the What the f is that? What the f is that? It just said run and something's running upstairs. Which way do we go? Dude, the fucking lights again. Oh my god. Did you not hear the spirit? The spirit box said run. What's running up here? Oh, look at the lights in the kitchen. I know. That's what I'm saying. They're going off again. В какой-то момент они начали слышать странные ответы на свои вопросы, и свет снова сам по себе начал мигать. Это их не сильно напугало, но внезапный порыв чего-то напугал их больше всего. Затем они решили проверить, кто или что там есть, но никого не нашли. После этого они решили прекратить расследование, но то, что произошло после этого, действительно странно. That Ouija board is there on the ground, and I'm here alone. By the way, I did just close that door alone. I did that as I'm walking out. Who's coming up? Jeez. I just felt a very, very weird presence over here by the Ouija board. What do we do? We said goodbye on the Ouija board. Yeah. What did we unleash just now? I have no idea. We're gonna try saying goodbye again because it seems like it didn't work the last time we tried saying goodbye. Dude, what the f is going on with this place? Bro, I think we made a fucking mistake, man. Okay, let's say goodbye again, okay? Goodbye. 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 Leave us alone. What the f is that? Please be careful, man. It doesn't seem to want to go away. Holy shit, dude, I'm like having an anxiety attack right now. Whatever the f that was, it doesn't seem to want to go away. We said goodbye, you asshole! We said goodbye! We're done with you. You don't want to play, I'm sorry for insulting you. A what? An orb? Yeah. Demon! Oh! That door just f***ing closed. That door just f***ing closed. Когда они уходили, с разных точек дома раздались странные звуки и громкие хлопки. Это была последняя капля для них, и они быстро покинули это место. Белый силуэт. Следующий ролик был загружен на Reddit молодым человеком. Он утверждает, что с небольшой группой друзей они отправились в государственную больницу города Норридж. Их главная цель – исследовать это старое место, так как многие люди рассказывают о нем кучу разных историй о привидениях. И сегодня ночью они действительно поверили, что слышали и видели чей-то дух здесь. Посмотрим вместе и слушайте внимательно. Они утверждают, что без сомнения слышали чей-то голос. Казалось бы, кто-то пытался установить контакт с молодым человеком и его друзьями, но на этом все не закончилось. You heard that, right? I don't know. You heard that. Dude, I swear. Dude, I swear to God it wasn't me. Oh my God, look at that.
Немного позже, за разбитым стеклом двери, появляется странный белый силуэт. Молодой человек думает, что это мог быть тот самый дух, который хотел, чтобы его услышали и увидели. Просто игра. В нашем следующем видео мужчина по имени Крис отправляется в заброшенную начальную школу Пола Ревера в штат Огайо. Сначала мужчина просто бродит по коридору, не замечая ничего особенного, но спустя некоторое время кое-что его пугает. This is weird, man. Stop, that's really loud. Oh, shit. Oh, fuck. Somebody's in there. Oh, shit. Scared the fuck out of me. Oh, man. Oh, man. Get my gun out. Hello? Hello? Oh, it's a toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit, that scared the hell out of me. Excuse my language. My heart is racing. I thought it was a person standing there. It's a toy. Look at this. That's f***ed up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Look at that thing, man. That is creepy. Jesus Christ. I don't think I've been that scared in a long time. And I do not scare easily. But that creeped me the hell out. That is weird. Когда Крис заходит в туалет, он отчетливо видит фигуру, стоящую неподвижно в темноте. Осмелившись зайти еще раз, чтобы посмотреть на это нечто, мужчина понимает, что это просто манекен, который почему-то упал сам по себе и напугал его. Согласитесь, вблизи он выглядит и правда жутковато. В туалете Крис никого не находит, кто бы мог помочь этому манекену упасть. Он продолжает свое расследование и идет в вестибюль школы, где слышит чьи-то шаги. He's walking this way. Listen. Alright, I'm gonna go this way. Alright. This is the main lobby. Main office.
safe is still here. I wonder what's in it. He was standing right here. He's probably in this room. Get my gun. Hello. What the f? Where did he go? He was standing right here. And it's getting really cold. What the f is going on? Когда звук пугает его, он поворачивается, чтобы проверить, кто же там. Затем сзади раздается стук в другом направлении. Он разворачивается и видит темную фигуру, которая движется за стеклом. Посмотрите, ее можно увидеть только на долю секунды, прежде чем она исчезнет. Когда Крис видит это нечто, то идет проверить, но темной фигуры, которая двигалась за стеклом, уже нигде нет. Забери мою душу. В следующем видео Селса и Джон столкнулись с паранормальными явлениями в своем доме. Это был необъяснимый шепот, который они слышали по всему дому, а также случаи самопроизвольного взрывания лампочек. Они решили установить камеры видеонаблюдения, так как переживали за своих дочерей. Старшая дочь пары борется с нарушением сна. Она говорит, что нечто каждый раз будет ее и даже пытается пощекотать. Мать, обеспокоенная благополучием своих дочерей, решает посмотреть записи с камеры видеонаблюдения в спальне девочек и обнаруживает нечто пугающее. Одеяло немного шевелится, но младшая дочь просто стоит рядом. Примечательно еще то, что эта маленькая девочка, кажется, с кем-то разговаривает и что-то показывает на телефоне. Некоторые зрители допускают возможность того, что эта сущность может незаметно высасывать энергию старшей дочери, которая остается спокойной во сне. Но этим все не закончилось. Пока обе дочери спят, камера фиксирует еще одно примечательное происшествие. Посмотрите. Нечто просто показывает себя, стараясь дотронуться до маленькой девочки, пугая ее и доводя до слез. И было еще кое-что, что удалось заснять камерой видеонаблюдения в этой квартире.
На камере, установленной в гостиной, мы можем увидеть темную фигуру, которая ненадолго появляется в коридоре. Монастырь дьявола. Известный ютубер Франко ТВ на этот раз отправляется в заброшенный монастырь в глубине Южной Америки. Это старая церковь, которая находится буквально в глуши. Место, которое, по словам людей, связано с ужасающими ритуалами и жертвоприношениями. Мужчина смело идет осмотреть монастырь. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. But I'd rather have that than nothing. I'm trying to see if I can find where the altar is. Because the altar is where there was a huge ritual. There was a body found here and stuff. This place has a ton of history. Which is why I'm always thinking that this place has got to be a bombshell of an activity spot. Holy shit. What the hell is that? Listen. What the fuck? Вскоре после того, как он вошел в церковь, он услышал ужасающие звуки. Это было похоже на то, как будто ребенок напевает песню. Он решил найти источник этих звуков, но попытки оказались безрезультатными. Are you watching me right now? Because there's a lot of windows. Are you male or female? Are you inside this well? I just heard something. And it legit sounded like it sounded like something just said no. В какой-то момент мужчина оказался рядом с колодцем. Он начал задавать вопросы в надежде получить хоть какие-то ответы об этом месте. Вдруг он понимает, что здесь присутствует что-то паранормальное. Вскоре после этого жуткого события он решает закончить расследование. Несколько дней эта ситуация не давала ему покоя, поэтому он возвращается и находит еще больше доказательств существования паранормального в этом месте. This is literally where I heard the no coming from. Hola? Hello? I have so many goosebumps right now. What the oh. I just saw something staring at me. I'm gonna go in. This is the only way for me to go back there. Holy. Hola? ¿Cómo se llamas? I legit saw something move. Brush right by the window, right here. Исследователь снова оказывается возле колодца, и спустя несколько секунд в одном из окон видит таинственный темный силуэт, который исчезает только тогда, когда его замечают. Автор проверяет коридор здания, но никого не находит, поэтому решает продолжить свое расследование. Но он все время слышит тревожные звуки, которые заставляют его уйти из церкви. Это было еще не последнее видео из этого места. Ютубер решился туда пойти еще раз. What is that noise?
Sounds like something moving. Whatever I'm hearing could be the sounds of wendigos. And if you don't know what a wendigo is, it's kind of like a skinwalker that changes sounds. I remember the last time I was here, I heard a cat that started screaming when I went outside, and then it got into the building, but no cat was evident. I didn't see anything. This is weird. I haven't seen this before either. If you look there on the wall, right up there, you see the black stuff? That was not there the last time I was here. What exactly took place here? Can you tell me? Listen. This is what I seen. Look like an animal. Or something with eyes staring at me. Когда мужчина находится в монастыре, он задает вопрос. В ответ он слышит детский смех, источник которого, по мнению автора, находится на верхнем этаже здания. Затем автор переключает камеру, и ему удается запечатлеть фигуру, смотрящую на него с балкона. Он решает проверить, кто же это был, и поднимается наверх. Но там уже никого не было. Уже через несколько дней Фрэнк снова отправляется в это место, и уже перед входом на территорию церкви он начинает слышать необъяснимые нечеловеческие звуки. Question. What's your question? This is horrifying. I'm gonna try to keep this camera as still as I can. Look at the eyes. You see it? What the hell is that? It's big. There's more than just one. В течение первых нескольких минут он внимательно осматривает территорию вокруг здания, а в какой-то момент возле забора между деревьями он видит светящиеся глаза. Увидев это, автор немедленно заходит внутрь монастыря и продолжает свое расследование. Just go ahead and walk on by. You don't have to be afraid. Hello? I'll watch my sex. I got a little bit nervous when I got my back turned. Ютубер бродит по коридорам церкви, где многие люди в комментариях заметили то, чему он не придал особого значения. Прямо в конце коридора зрители заметили темный силуэт, который высунулся из-за угла. Страхи Мартины. С
Следующее видео выложила в ТикТок девушка по имени Мартина. Она утверждает, что ее семью терроризирует темная сверхъестественная сущность, которая буквально захватила их дом. Мартина установила статичные камеры, чтобы следить за своими детьми. Ей удалось заснять некоторые кадры, которые абсолютно шокировали и заставили нервничать девушку. На первом видео мальчик играет в игру, как вдруг обе двери открываются сами по себе, от чего он просто впадает в шоковое состояние и зовет свою маму. Но это было еще не все. Спустя буквально несколько секунд кресло, на котором сидит мальчик, начинает двигаться, от чего он убегает. В следующем видео девушка пылесосит ковер в прихожей, как вдруг дверь в детской начинает открываться и закрываться. Вскоре пылесос буквально начинает парить в воздухе. Мартина уже истерически хлопает и кричит на него, пока он просто не падает обратно на пол. Но на этом жуткая активность не заканчивается. Однажды ночью Мартина и ее сын остаются дома одни. При этом камера в гостиной все снимает. I'm making video on the show. Обратите внимание, дверь открывается и закрывается сама по себе, а дверная ручка быстро вращается, как будто ее поворачивает какая-то невидимая сила. Мартина хватает свой телефон, чтобы позвонить в полицию или службу спасения, но в этот момент стул внезапно двигается. Когда они собираются покинуть гостиную, ей кажется, что кто-то тянет ее за свитер, а что произошло дальше, пока этой информации нет. Кто там? Данное видео снято ютубером в бывшей психиатрической больнице, которая со временем стала тюрьмой. Изначально здание было построено для больных туберкулезом, но потом его превратили в государственную тюрьму закрытого типа. Мужчины исследовали помещение, но не видели никакой потусторонней активности. Но после просмотра снятого материала они поняли, что были там не одни. Yeah. Yep. I got a really cool chair picture, I think, in this room. Мы можем увидеть, как нечто выглядывает из-за дверного косяка, чтобы быстро взглянуть на мужчин, прежде чем уйти. Это произошло так быстро, что они не могли это увидеть, находясь прямо там. Авторы говорят, что при замедлении отснятого материала можно увидеть черты лица, глаза и рот. Они утверждают, что это был единственный раз, когда им удалось запечатлеть на камеру что-то подобное. А вопрос о том, что на самом деле они увидели, остается открытым. Тюрьма в Англии. Следующее видео из северо-восточной тюрьмы в Англии, которая известна как достаточно мистическое сооружение. Исследователи паранормального отмечают, что здесь находиться небезопасно. Приходило множество сообщений о том, что здесь двери закрываются сами по себе, при отсутствии людей. А зловещие тени и жуткие звуки, которые здесь можно услышать, пугают жителей, которые живут совсем рядом. Городские легенды говорят о том, что можно услышать мучительные крики бывших заключенных,
которые разносятся по всему помещению. Также здесь ходят слухи о злобном существе, которое никогда не дает покоя тем, кто осмеливается сюда войти. У Карла и Стюарта есть желание найти призраков в этом месте, и они идут туда ночью, чтобы выяснить, действительно ли эта тюрьма таит в себе нечто паранормальное. Давайте посмотрим, удалось ли им разгадать эту загадку. Can't really see that. There is a red cross in the middle of that window, but have you got your torch on, Stu? You shine it on this window just so I can show the guys at home. Right, now I'm going to go to normal vision. There you go. See the blues and the red. And, how cool is that? Me. Whoa, piano. That was it, Carl. That's the piano. Well, that just went off and there's no one there. I was on that straight away. The keys are facing me, and it looks like one of the keys is down now as well. Have a look. There. Stop. You see the key? It looks like it's down from where I'm standing. That's it. Is it? Yeah, it is. Oh. По мере того, как начинается расследование, нервирующие звуки игры на пианино выбивают их из колеи, усиливая и без того жуткую атмосферу. Когда они осматривают пианино, то никого там не находят, кроме как нажатой клавиши, которая западает. Они продолжают расследование. Дальше они решают разойтись, и каждый самостоятельно провести исследование, снимая все на камеру. Were you a nasty bastard? You were. Be nasty to me. There's a, I'm not sure if you can hear it, there's a bell going off outside. Worst timing you can possibly have for a bell to go off. Come on, show yourself behind me. You're here? Fuck me. Hello? That was a fuck door slamming and it was down here. Когда один из исследователей пытается поговорить с духами этой тюрьмы, внезапно кто-то или что-то хлопает дверью. В подтверждение нахождения паранормальных сил в этой тюрьме, мужчина просит духа повторить этот звук. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Speak to me, please. Are you male? Are you female? Is that you? Can you do it again? Can you make that sound? Fuck. Right, that door was just slammed. That one's still open. That one's still open. Well, it wasn't down there, but that one's still open. I've got footsteps on both sides. Stop now. One from one side, one from the other side. Are you ganging up on me? Do you want... You pushing me in this cell? Well, I'm in the cell. Come on then. Close the door. You think you can? Say, I am really quite shitting myself. Right there. Door just slammed.
Еще один эксперимент он проводит в другом помещении и просит духа закрыть дверь. Дверь силой закрывается, а сам мужчина выглядит испуганным и не может поверить в то, что здесь на самом деле обитают паранормальные силы. Но на этом все не заканчивается. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Could have sworn I heard a voice up here then. It wasn't Stuart. Okay. Let's see what we've got down here then, shall we? Hello? Is anyone here? If you want to scare me, you can. If you want to talk to me, you can. No? If you were talking to me earlier and you made a noise. Bloody hell. These are just big empty rooms. If you want to communicate with me, you can. Okay, just. I don't want to. Fuck me. Fuck. Hello? Один из исследователей идет в освещенное помещение и слышит некие звуки, исходящие из коридора. Когда он идет проверить, то там никого не обнаруживает. Алло, всем привет. Многие еще не знают, но я вам расскажу. Ага. Погнали. Мистика и ужасы, и немного юмора. То, что варим мы в том месте лучше любого повара. Забудь и выкини то, что было у тебя вчера. Подумай о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение, брат, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал, не подписался, проиграл. Факт, фильмы на ночь, другие новости, легенды, мифы, мистические истории. Ты в этом шаге не делай уворот, будь как дома, не стой у ворот. Подпишись на телеграм, 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 подпишись на телеграм. Ссылка будет в описании, если ты еще не знал. Подпишись на телеграм, 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 подпишись на телеграм. Ссылка будет в описании, если ты еще не знал. Ну и про YouTube тоже не забудьте. Одинокий просмотр. В видео, которое было найдено в ТикТок, мужчина запечатлел нечто жуткое. Он просто смотрел телевизор и, вероятно, не ожидал увидеть что-то подобное. And my TV switched off in sleep mode. Is it just me? Or somebody sitting next to me on my freaking couch? Когда телевизор выключается, мы можем увидеть фигуру, сидящую прямо с мужчиной на диване. Посмотрите. В начале видео отчетливо видно, что на диване больше никого не было. Некоторые зрители были немного обеспокоены будущим тиктокера, говоря о том, что ему нужно обратиться к священнику и изгнать этого духа. Были и те, кто говорил, что это может быть знаком предстоящего несчастья. Также нашлись и те, кто сказал, что это просто монтаж. Подземный бункер. Следующее видео было найдено на итальянском канале паранормальных расследований. Группа решает исследовать старый подземный бункер. Местные жители утверждают, что слышали выстрелы и говорят, что в бункере обитают призраки солдат, которые погибли внутри бункера во время Второй мировой войны. Когда они исследуют бункер, то слышат странные звуки, которые доносятся из темноты.
E che qui un battuto non capisci da dove arrivano. Bravo, è quello che stavo per dirti. Raga. Che cos'è quello, raga? C'è qualcuno. Cos'è? C'è qualcuno. C'è qualcuno. Guarda. Guarda lì, che c'è un'ombra. In Nera. mezzo al corridoio. La In vedi? mezzo al corridoio. Porca qualcosa, ragazzi. C'è qualcuno. Один из членов команды сделал снимок и снял что-то, что скрывается в тени. Ehi? Chi c'è? Che sta andando? C'è un guardo. Raga. Non potete capire. Cosa è successo? Qualcuno in fondo al corridoio. Come qualcuno? C'era veramente un'ombra. Raga, l'ho filmato. C'era qualcuno. C'era qualcuno che guarda il corridoio e passa davanti. Когда Пауло в одиночку исследует один из темных туннелей, он чувствует что-то перед собой. Затем, когда он направляет камеру вниз по туннелю, мы видим еще одну темную фигуру, которая идет в конце туннеля. Пауло видит ее и быстро бежит за ней, но когда он добирается до того места, то там уже никого нет. Более жутким видео делает то, что место, куда пошла фигура, полностью заблокировано обломками. Призрак пациента. Это видео было снято молодым человеком, который в тот день навещал больного родственника в больнице. Он утверждает, что существует несколько жутких историй о наблюдениях за призраками в этом здании, о которых сообщили очевидцы. После своего визита он решил воспользоваться туалетом и, услышав какие-то необычные звуки, решил записать все на видео. Давайте посмотрим. На короткое мгновение молодой человек, как кажется, запечатлел кого-то в тапочках и больничной рубашке, проходящего мимо него на заднем плане. Но когда он навел камеру на дверной проем, то там никого не обнаружил. Кроме того, когда молодой человек осматривал туалет, то там никого не было. Они не одни. Следующее видео было найдено на японском канале охотников за привидениями. Мужчины по имени Хиро и Тома отправляются в заброшенную школу, которая, по словам местных жителей, заселена призраками. Люди сообщали, что видели детей, выглядывающих из окон этой школы. Однако, когда они вызывали полицию, они не находили никого внутри. Только один полицейский упомянул о том, что когда он находился внутри, то чувствовал, как будто что-то было рядом с ним. Он даже слышал звуки шагов, идущих к нему, но там никого не было. Заинтригованные слухами об этом заброшенном месте, мужчины отправляются на расследование. Давайте посмотрим. かなりでも荒らされてるね。なんかあんまりそういう机とか椅子とかっていうのがさ、ないね。ないもんね。お、びっくりした。今ここに人影が見えたの。その鍵から覗いてた。いや、ここに立ってるように見えた。ここにね。わあ。なんか落とした。え？あったかな。
いやいやいや、してるしてるしてるよね。してるしてるしてるよ。いや、さすがに。え、待って、ちょっと誰かいない？違うか。人影は見えなかったけど、何かが動くような音はしてたよ、今。まあでもここはここで行き止まりか。そうだな、もう。聞こえたじゃん、今声。Сначала мужчины поняли, что они не одни в этом здании, услышав странные звуки. Они рассказали, что слышали чьи-то стоны и были точно уверены в том, что нечто находится прямо здесь. Перед тем, как уйти, охотники за привидениями решают сделать несколько фото этой заброшенной школы. Когда они вернулись домой, то посмотрели свои кадры и фотографии и были шокированы. Первое, что их удивило, на одной парте лежал зловещий рисунок, который, казалось бы, не должен был сохраниться в таком виде. Но напугало их вовсе не это. Таинственная темная фигура была запечатлена на одной из фотографий, которую они не смогли объяснить. После просмотра материалов, один из мужчин принимает решение вернуться в школу в одиночку, в попытке понять, кто или что обитает в этой школе. Посмотрим, что у него получилось. では今から凶器の一人検証をやってみます。さっきの写真やばかったっすよね。走る音がずっと聞こえてきた場所はここです。もうこんなんホラーゲームだよね。ちょっと急ぎ目で行こう。絶対あの写真人が座っているように見えたんだけど。ふふって聞こえたでしょ今。今絶対入ってるよね。ふふって。ちょっと待って、今人いたよな。ちょっと待って。ちょっいや無理でしょ。やっば。今見間違い今の。ちょっと待って、今人いたよな。ちょっと待って。Хиро идет в темноте, с фонариком по школе в одиночку, и почти сразу же он сталкивается с какими-то странными явлениями. Он замечает темную фигуру в дверном проеме, но когда он подходит, чтобы проверить, что это было, то уже никого там не находит. Хиро решает направиться в тот класс, где они сделали фото школьной парты со зловещим рисунком. Ой, 最初はね、こんなのマジで子供騙しというかいたずらというか大したことないだろうと思ってたけど、ちょっと一旦ここで。Он обнаруживает, что рисунок все так же лежит на парте, а дальше происходит нечто страшное.
何今の音。Из темноты доносится громкий звук, а затем нечто медленно показывается прямо из-за стола и смотрит прямо на Хиро. Мужчина убегает, до смерти испугавшись. Группа охотников за привидениями чувствовала, что их так и манит эта заброшенная школа. Они хотели узнать, какие тайны все-таки она скрывает. Но Хиро отказался вновь переступить порог этого здания. Поэтому его напарник Тома решил пойти туда на этот раз. Может быть, не стоило этого делать. Давайте посмотрим. まあ確かにあれから誰か人が来たとは思うんすけど、多少時間経ってるんでね。ちょっと待って。って今聞こえたね。ちょっと待ってね。いや今完全に女の人の声だね。いや今してたな。どっちからしてたんだろう。向こうかな。どこだっけ。自分の声が反響してるのか。普通に声聞こえてたね今ね。やっぱ一人だと怖いっすね。前回もいろんなことがあった場所なんで。足音してるね。してる。ちょっと待って。Мужчина идет по темным классам школы, как вдруг слышит стонущий звук и звуки шагов. Наконец, он решает пойти в ту комнату, где у его напарника Хиро чуть не остановилось сердце от испуга. На этот раз он устанавливает камеру наблюдения и ждет около часа, наблюдая, что будет происходить. なんでこんな絵を描いたんだろう。どんな精神状態だったんですかね。まあ机の中どうなってんだろう。人の気配っていうのはすごいするんですけど、それが何なのかはわからない。 Спустя некоторое время, когда ничего не происходит, Тома решает сделать несколько фотографий. Мужчина предполагал, что он находился в этом заброшенном классе один, но после того, как он увидел фото, то понял, что ошибался. 写真撮ろうと思います。 На фотографии в классе со зловещим рисунком можно увидеть, как таинственная темная тень стоит прямо позади Тома. Многие зрители считают, что и Тома, и Хиро столкнулись с темной сущностью, которая преследует эту старую школу. Что-то рядом. Данное видео снято мужчиной в то время, когда он хотел просто лечь спать. Но тут начали происходить довольно странные явления. Давайте посмотрим. Ven amigos, vean eso. Las malditas puertas. Vean eso.
Если мы обратим внимание на дверцы шкафа, то можно увидеть, что они шевелятся без видимой на то причины. Несмотря на страх, мужчина осторожно осматривает шкаф. ¡Ta madre! Vean, amigos, nada. No hay nada. Los juguetes tienen sonando rato también. No, no puede ser, no mames. De eso les estoy hablando, amigos. Ese juguete acaba de sonar ahorita. Las puertas de ese closet se acaban de abrir. Estoy aterrado, amigos. No mames, no mames, no mames. What the f... Напряжение нарастает, когда музыкальная игрушка, которая, как говорит автор, не работает уже много лет, неожиданно включается. Она играет довольно жуткую мелодию, а мужчина пугается и покидает это место. Сестры Грей. Данное видео косвенно связано с монастырем, где когда-то жили сестры Грей. Сестры Грей были хорошо известны в Монреале тем, что заботились о больных и бедных. Здание монастыря до сих пор стоит на Красной реке, как старейшее в Канаде, и сейчас служит музеем Святого Бонифация. Как утверждают городские легенды, в районе Святого Бонифация много привидений, особенно тревожные истории, связанные с призраками детей. Более глубокое изучение этих историй показывает, что многие из этих детей подвергались ужасному насилию. Тем не менее, кто-то говорит о положительном влиянии сестер Грей по всей Канаде. Но далеко ходить не надо. Можно найти и страшные преступления, совершенные сестрами и католической церковью в Канаде, в заголовках газет по всему миру. История начинается с женщины по имени Бренда, которая живет в красивом старинном особняке около музея Святого Бонифация, где когда-то погибали дети. Бренда сначала заподозрила, что что-то происходит, когда она услышала шаги в гостиной, находясь на кухне. Как утверждает сама Бренда, раньше в этом доме жили 5 детей, и еще одна, гораздо более темная сущность, которую дети боялись и которую называют мамой. Возможно, это и была одна из сестер Грей. Бренда попросила Джонни и Джордана прийти к ней домой и провести паранормальное расследование. Прибыв на место и настроив устройство, они начали записывать видео, чтобы установить контакт с духами, которые здесь обитают. Когда Джонни и Джордан пытались установить контакт с духами детей, их тепловизор что-то зафиксировал. Посмотрите сами. You heard that voice or whatever over there, right? Yeah, to me, honestly, concentrate. I honestly thought it sounded like a kid's voice, but maybe that's just what my brain is telling me it was because I'm looking for that. Well, after Trapped in the Basement, I'm going to be looking extra hard and listening for everything. Mm-hmm. Well, it's crazy that we missed that. It was right in front of our face. You know what this place reminds me of? What? That Sound Sophie House. I was thinking that too. Yeah? Yes, it just has that same vibe. It's this and front that's another it's this front entrance. And that was like, it was kids too in that one. It was, yeah. As well. With like a fire. Isn't it Hannah? Isn't it Hannah? Like burning the fire or something? Hannah and Sophie, yeah. Yeah. Can you imagine if they had the same names? I highly doubt it. I think that was completely separate. That would really freak me out. Let's run a spirit box. Yeah, grab the spirit box. Когда они оба переходят в другую комнату, кто-то или что-то с ростом ребенка следует за ними.
Мы видим только силуэт, идущий прямо за ними. Исследователи отмечают, что Джордан после съемок вел себя очень странно в течение нескольких следующих минут, как будто был одержим или находился под чьим-то влиянием. После первой ночи, как вы уже догадались, наступила вторая, во время которой ничего не происходило. Но когда настала третья ночь, им снова удалось найти что-то паранормальное, когда они настраивали камеру и тепловизор. Обратите внимание на зеркало. Как утверждают исследователи, это так называемая мама, одна из сестер Грей, которая стояла позади Джордана. Странную темную фигуру они видели и на следующий день. Им также удалось ее заснять. Посмотрите. Here you got the camera, main camera. We didn't leave these. Did we leave these lights on there when we left? These on? I Not that one. do not that remember. one. I think this one is left on. Jesus. You didn't see that? What was that? I heard a loud bang. Когда мужчины поднимаются наверх в одну из комнат, Джонни видит таинственную темную фигуру, которая исчезает из поля зрения с огромной скоростью, как только ее замечают. Мужчины сразу идут в комнату, но фигура тени исчезает в воздухе. Удалось ли им поймать дух мамы, который обитает в этом месте? Или все таинственное, что им удалось зафиксировать за эти несколько дней, просто мистификация? Аномалия. В следующем видео маленькая девочка записывает себя на свой мобильный телефон. Сначала кажется, что все нормально и ничего необычного не происходит, но это только кажется. По мере того, как девочка не перемещается, темная фигура проходит мимо. Ее видно буквально на долю секунды. Замедляя отснятый материал, можно немного разглядеть очертания этой темной аномалии. Общительный призрак. В следующем ролике группа исследователей отправляется в одну из самых посещаемых тюрем Америки. Старая тюрьма округа Вашингтон была построена в 1869 году и функционировала почти 100 лет. Она закрылась в 1960 году и теперь работает как музей. И уже в самом начале расследования что-то испугало команду. Давайте посмотрим. Where did the ball just come from? Yeah. Oh, no way. So the ball drops and then the box starts going off, like someone's standing down there. Hello? Can you step to the side so that it stops playing music? Can you come over here and knock one of these balls off the door? Stop for a second. Yep, okay. Yep, walk to the other side. Knock one of those out. Holy shit! No! Dude, No actually way! just worked. No That way! actually just worked. I off the door. I watched it come off the door. Yo! That's crazy. What the f? Oh, that's I can't actually fathom that just worked. Oh! Why do we keep knocking that one off? It's just that one, though. Can you do the next one? Do the green one. You did it a minute ago. What the f was that? No! No! Shut up! Shut up! What? How? How? But this ball hasn't moved the whole time. This ball hasn't moved. The same two both times. And I'm setting them up the exact same And way. I said, can you do the green one again? Can you do the green one again and it knocks off? Can you do this orange one? Get this last ball. Dude, I swear to God, I actually got chills right now. Can you do this last ball?
the noises stopped. You know what I find interesting too? The one cell that has fallen every single time is the only cell that's open out of 3. Right. Oh, and this one! All 3 are going off. What? Can you step away so they stop? Step away from that last one. Did you all at the same time they stopped? They all stopped. What just happened? They're all going again. What the going on? All of them are going again. Step back so that stops, please. The happy one The happy one didn't fall. The happy one didn't fall. Мяч падает сам по себе, когда команда только начинает расследование и съемку. Кроме того, музыкальная шкатулка среагировала на что-то, стоящее прямо перед командой исследователей. Когда они просят духа уродить зеленый мяч, буквально через несколько секунд он это делает, от чего мужчинам уже становится не по себе, они не могут поверить своим глазам. Дальше мужчины продолжают общаться с духами в этой тюрьме, а они в свою очередь выполняют их просьбы. Чуть позже все 3 устройства реагируют на потустороннюю активность и включаются одновременно, поэтому мужчины решают разделиться. Okay, so there were a lot of voices in there, a lot, but there was something that sounded like rah, 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 which is very freaky. I'm gonna listen to that later because obviously the handcuff is cutting off circulation in my arm. Did I just hear you moving around? DR60 down there. If you'd like to, you can scratch me, you can attack me. I'm open bait. I'm a police officer right here. Just let me know what you want to do here. I heard you screaming a couple seconds ago. You know, I'll say it's weird. Feathers. It's weird because that proximity meter hasn't gone off, which means that I don't think it's in the room anymore. Oh no! I don't want to break my camera. Thank you. Oh, thank you. Hold up, come on. God damn it. Okay, I gotta get up. Okay. Мужчина по имени Колин оказывается внизу и рассказывает о своих переживаниях. Ради эксперимента он приковал себя наручниками, а затем услышал необъяснимый шум. Он пытается разговаривать с духами, чтобы узнать причину их беспокойства. Через несколько секунд нечто, по словам автора, начало тащить стул в комнату, где он был совершенно один, да еще и в наручниках. Сразу после этого Колин слышит призрачные шаги, которые приближаются к нему. Он быстро освобождается от наручников и идет к остальным. Человек-тень. Следующее видео найдено на YouTube. Двое мужчин, расследуя активность в доме, сталкиваются с паранормальными явлениями. Внутри дома они отчетливо услышали шаги. И вот, что им удалось заснять. По мнению авторов, они запечатлели на камеру настоящего человека-тень. Многие зрители, которые посмотрели этот ролик, были убеждены в том, что мужчинам и правда удалось заснять призрака. Странное существо. Это видео было снято мужчиной, который поделился им после того, как отправился в поход и наткнулся на открытую пещеру, которую он захотел исследовать со своей овчаркой. Прошло совсем немного времени, прежде чем человек пробрался довольно глубоко в эту туннельную систему. И тут произошло странное событие. Посмотрите.
Безликая фигура стоит вдалеке и, как кажется, смотрит на мужчину. Как вы могли заметить, собака также реагирует рычанием на это существо. Плановый осмотр. В следующем видео молодой человек работает охранником и осматривает этажи местной больницы. Он говорит, что до этого момента являлся скептиком и не верил в паранормальные явления ровно до того момента, пока не снял данное видео. Молодой человек услышал странные звуки на верхних этажах и пошел проверить, что там происходит, снимая все на камеру. Посмотрим, что ему удалось заснять. I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Seeing some. What the Мы видим странную теневую фигуру, стоящую за одним из стульев прямо перед окном. И молодой человек до сих пор не знает, что же он увидел той ночью. Также он рассказал, что этот этаж является пустым, пациенты там не принимаются и не обслуживаются. Зрители также писали о том, что при съемке в конце коридора показалась еще одна тень, но парень этого не заметил. Призрачная фигура. В этом видео любители паранормальных явлений, мужчина по имени Итан со своим другом решили заснять, что же происходит в старой заброшенной школе. Давайте посмотрим, что им удалось увидеть. Многие могли заметить, что в конце коридора справа темная фигура выходит из дверного проема, а затем исчезает. Итан объясняет, что в тот день он и его друг исследовали каждый сантиметр этого здания, и они не видели ни единого живого существа, поэтому парни понятия не имеют, что это было. Паранормальные явления. Серия видеороликов была снята мужчиной по имени Тристан из Франции. Когда он начал слышать и видеть странные вещи, то принял решение документировать паранормальную активность в своем доме. Посмотрим, что ему удалось заснять. На первом видео дверь в ванную комнату открывается сама по себе. Мужчина оставляет это без каких-либо комментариев, а просто решает установить маленькую камеру видеонаблюдения, чтобы снимать активность ночью. На ролике, который был заснят камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как два стула начали двигаться сами по себе. По словам автора, выглядит это так, будто их тянет призрак. В гостиной он также смог сам заснять паранормальную активность. Посмотрите сами. Это снова стул, который двигается сам по себе и тем самым пугает Криса. Еще одно видео он снял ночью,
когда услышал странный шепот, а дверь в его спальню начала медленно закрываться. Oh. Yeah, man. Твоей душе. Anything? Когда он пошел проверить, есть ли кто-то посторонний в его квартире, то не увидел никого, кроме напуганной кошки. Но в одном из видео он все-таки заснял что-то действительно ужасающее. Посмотрите. В дверном проеме можно увидеть нечеткую фигуру, похожую на привидение, проходящее мимо. Эта полупрозрачная фигура двигалась слева направо, прежде чем медленно закрыть дверь. Как утверждает сам Тристан, он наконец-то увидел духа, ответственного за странные события в его доме. Джим Джонс. Следующее видео снято любителями паранормальных явлений, которые исследуют церковь в штате Индиана, связанную с печально известной фигурой Джимом Джонсом. Джонс организовал трагическое событие в Джонстауне, которое вызвало шок по всему миру. Он убедил своих последователей выпить яд, который привел к массовой гибели людей. Охотники за привидениями провели 2 ночи в церкви, документируя все, что могли найти. Посмотрим вместе. Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim. Jim and he. Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Шон пытается общаться через специальное устройство с духами и спрашивает имя сущности, которая здесь находится. И как ни странно, устройство отвечает именем Джим. Напарник Шона, Джош, в это время был внизу, в подвале, проведя собственное расследование в одиночку. You don't? We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Джош спрашивает духов, помнят ли они, как Джим Джонс посещал церковь, и получает отрицательный ответ. В это время у третьего исследователя тоже что-то происходит. Наблюдайте.
Если вы обратите внимание, лампочки улавливающего устройства также указывают на присутствие духа. Тем временем Шон находится все еще наверху, и его разговор еще не окончен. Whoa! Kai, I hear you. Do you not like me talking about? Oh! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh crap! Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was out there just came running at me down the steps. Holy shit. I'm out of here. Yep, Josh can have it. Он не подозревает, что камера фиксирует множество орб, которые кружатся вокруг него. Он пытается спросить, не хотят ли духи, чтобы он спросил о Джимми Джонсе. Но прежде, чем он успевает закончить свою фразу, слышит громкий хлопок и в страхе уходит из этого помещения. Когда Шон выбирается оттуда, слышно, будто что-то бежит вниз по лестнице за ним. Мужчины решают, что вся эта активность означает, что теперь они должны держаться вместе. Они собираются втроем и снимают помещение, но даже не замечают, что когда идут все вместе по помещению, то нечто паранормальное попадает на камеру. I feel like if we're going to catch something, it's going to be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just filmed the screen. Like if they're just watching the screen, that I won't need this light on. Когда мужчины идут в другую часть церкви, можно увидеть таинственного ребенка, стоящего у подножья лестницы. Кто это был, доподлинно неизвестно. Паранормальная активность, которую сняли эти парни, заставила зрителей YouTube застыть в страхе. Многие пользователи считают, что их о чем-то предупреждали, и теперь этот призрак будет преследовать их, куда бы они ни отправились. Город ангелов. Группа исследователей отправляется в город Пуэбло. Пуэбло называется городом ангелов, потому что, по легенде, его основали ангелы во сне испанского епископа. Он увидел во сне, как ангелы опускались с неба и расставляли камни для основания города. Когда он проснулся, он отправился на поиски этого места, которое ему показали, и нашел его в долине, окруженной вулканами. Также считается, что данное здание города имеет плохую репутацию. Оно заброшено много лет. Но, как утверждают сами авторы, ритуалы почитания дьявола проводятся в руинах здания с завидным постоянством. Чтобы проверить это место, Альберто и его команда идут туда ночью. Исследуя коридор, в одной из комнат Альберто замечает нечто ужасающее. Посмотрите сами. Todo esto será de ahí. ¿Este escombro crees que sea de ahí o de dónde? Es que está raro, o sea, también nosotros nunca hemos entendido dónde realmente es este escombro, porque si te das cuenta, pues no hay algo totalmente derrumbado. Sí, no. Me hizo ver a alguien al fondo, Ay, cabrón. Sí, al fondo. Como si se hubiera asomado alguien ahí, ¿no? Sí, Yo también se me hizo ver como una cabeza asomándose ahí. Buenas noches. Ay, ¿qué fue? Buenas noches. Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No vi. ¿Y lo tienes? ¿No fue Tony que está del otro lado? ¿Dónde? ¿Aquí afuera o allá o...? Мы видим бледное лицо, которое появляется из ниоткуда. Команда проверяет всю территорию, но не находит ничего потустороннего. Но уже спустя несколько минут группа исследователей замечает нечто тревожное.
Y lo más curioso es que este detector no ha marcado absolutamente nada todavía, ¿eh? Nada en ninguna parte. Desde aquí hay una mejor perspectiva de abajo. ¿Dónde fue eso? No sé si fue para este ¿Allá, lado, no? ¿eh? Sí. Como si se hubiera caído algo. Sí. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Mira el techo. Ay, no manches, güey. Sí, esto podría sepultarnos, ¿eh? En cualquier momento podría caer. Sí. Y más con eso que se escucha, que son como derrumbes. No sé, pero hay algo aquí que hace que me sienta raro. Y como si viniera de aquí, precisamente. Como una mujer. Sí. ¿Se ve algo ahí, no? ¿Dónde? Se mueve en la orilla, en la orilla. Sí, se movió. Se mueve en la orilla, en la orilla. Sí, se movió. Sí, se movió. Sí, se movió algo. Pensaba que era grafitis, güey. Que era como parte de los grafitis de aquí. ¿Fue en esa o en esta? В том месте, где стена откололась, слева, вы можете увидеть на миг фигуру, которая, возможно, наблюдала за мужчинами все это время. Она быстро скрывается из виду. Альберто и остальные идут проверить помещение, но больше ничего паранормального в исследовании замечено не было. Убирайся. Данный ролик снят любителями паранормальных явлений в тюрьме штата Невада, которая известна своими городскими легендами. Как говорят местные жители, здесь обитают духи усопших. Давайте посмотрим, что же удалось заснять исследователям. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Do you want to see what I'm seeing right now? This is with night vision on. That's what I see right now. Alright, I'm gonna head back. Когда мужчина идет по коридору тюрьмы и пытается говорить с духами, обитающими здесь, то он получает ответ, который его пугает. Мужчина слышит голос, говорящий «Убирайся» в конце коридора. Но это еще не все. Посмотрите внимательно. На стене появляется белая фигура, а затем исчезает. Зрители YouTube были поражены этим роликом. Многие считают, что это настоящий призрак, пойманный на камеру. Дом с привидениями. Исследование заброшенных объектов часто приводит к жутким ситуациям, и это видео, загруженное на YouTube, не является исключением. В ролике мы видим исследователей паранормальных явлений, обходящих снаружи дом, в котором предположительно обитают привидения. В течение первых 30 минут или около того они не сталкиваются с чем-то пугающим, но затем все начинает становиться немного странным. Håkon! Когда пара идет к неосвещенному месту, мы видим темную фигуру, которая проходит перед камерой. Фигуру довольно трудно разглядеть, но всего через пару минут, когда камера поворачивается над строением, мы видим еще одну фигуру, стоящую на крыше. Ну слезай, или я тебя скину оттуда.
а минутой позже это нечто снова появляется на том же месте. Возможно, не стоит удивляться, что команда паранормальных явлений столкнулась с этими загадочными фигурами, ведь их цель и заключалась в поиске сверхъестественного. Шахта. В следующем ролике мужчина по имени Фрэнк идет в шахту. Crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timber. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. And you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Когда Фрэнк пробирается через старую шахту, что-то заставляет его оглянуться назад. Сначала он подумал, что это может быть ветер, но сильно ошибся. Когда он идет дальше по шахте, то слышит голоса, которые звучат так, как будто люди шепчутся. Фрэнк посещает шахту еще раз, уже через несколько дней, и сталкивается с чем-то паранормальным. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in. And looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. На камере в заброшенной шахте видно, как тяжелая цепь раскачивается вперед и назад. Напуганный Фрэнк решает, что лучше не рисковать и не идет дальше. Зрители YouTube были напуганы этими видео, и многие согласились с тем, что в этой шахте явно обитает нечто сверхъестественное. Один пользователь также утверждал, что сделал аудиоанализ о встрече Фрэнка с этими голосами, и как он утверждает, он слышал голос, ясно говорящий: «Видишь ли ты меня?» Зозо. Много реакций получило следующее видео о вызове демона Зозо с помощью доски Уиджи. Согласно легендам, данный демон овладевает теми, с кем вступает в контакт. В этом видео мужчина по имени Тим сначала пытается поговорить с духами с помощью доски Уиджи. Как утверждает сам мужчина, он слышал голоса самого демона. So,
Move to play chat. O. Z. Oz. После разговора он решил сделать перерыв и прослушать, что записало его устройство. Feel weird. I am in the doll. С помощью устройства он понимает, что демон находится прямо внутри его куклы и буквально руководил им во время сеанса. Он просит Тима вернуться, видимо для того, чтобы закончить начатое. До конца неизвестно, какова была причина вызова демона Зоза и для чего мужчина снял это видео, но видно, что он это делал не впервые, он почти не был напуган. Измученные души. В следующем видео ютубер захотел посетить заброшенную психиатрическую лечебницу на окраине округа Рокленд, штат Нью-Йорк. Она печально известна среди городских исследователей, так как многие считают, что больница буквально заражена паранормальной энергией. Больница была открыта в деревне Лэчворд в 1911 году. Это было обширное жилое учреждение, в котором размещались физически и психически больные пациенты. В 1920-х годах поступали сообщения о том, что жители подвергаются жестокому обращению. Пациентов находили немытыми и голыми, оставляли без присмотра и мучили. Многие пациенты, которые умерли в больнице, были похоронены на поляне недалеко от больницы. Учитывая эту ужасную историю, неудивительно, что это место печально известно тем, что в нем обитают привидения. Зная историю этой больницы, ютубер решает посетить это известное место. Давайте посмотрим, что же он заснял.
Let me put the setting a little higher. See this one here. Hello, anybody here? I heard a voice here. Are you okay? Hello? Hello? Мужчина при посещении использовал специальное оборудование для общения с духами и слышал какие-то странные звуки. What's your name? The schedule? What do you mean by schedule? Okay, now you're talkative. Okay. По словам автора, с помощью устройства, которое он использовал для общения с духами, он получил несколько ответов, но дальше произошло что-то по-настоящему страшное. Hello? What was that? Hello? Who was that running? Okay, guys. I'm gonna go. Его устройство начало читать молитву, а затем не на шутку испугался звуков шагов в пустой лечебнице. Эта невидимая встреча напугала ютубера, поэтому он решил немедленно покинуть здание. Автор видео утверждает, что то, что он снял и записал на устройство, заставляет задуматься о том, не задержались ли измученные души бывших пациентов здесь. Женщина в белом. В данном видео исследователь паранормальных явлений по имени Рик со своей семьей в церкви штата Иллинойс заснял нечто пугающее, сам того не подозревая. Церковь когда-то использовалась как похоронное бюро, и, как говорят, здесь обитают привидения. Рик и его семья исследуют церковь, и устройство оповещает их о присутствии чего-то, чего они наверняка не видят. Посмотрите сами. That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't go in there. No, I'm saying that it's open because we could. So you can't go in there. So you can't go in there. Можно увидеть женщину, которая, кажется, одета в белое платье. Она стоит позади семьи в дальней части церкви. Рики говорит, что его дочь почувствовала чье-то присутствие, когда оглянулась назад. Но никто из них на самом деле не видел таинственную женщину в то время. Только вернувшись домой, они обнаружили эту фигуру на видео. Телешоу. Следующий ролик найден на Reddit. Он короткий, но весьма загадочный. При съемке телешоу за спиной мужчины мы можем увидеть нечто странное. Посмотрите. В поле мы видим прозрачный силуэт, идущий к деревьям. Многие зрители посчитали, что это видео еще раз подтверждает, что призраки существуют среди нас. Скептики предположили, что это мог быть туман, принимающий очень необычную форму. В гостях у Бена.
Ролик был снят на камеру видеонаблюдения, установленную в квартире. Мужчина по имени Бен просто лежит на диване, как вдруг происходит нечто странное. Посмотрите. Красный игрушечный грузовик справа начинает движение, что естественно пугает Бена. Но это еще не все, что произошло в тот момент. Подушка слетает с дивана на пол с силой, но в комнате в этот момент находился только Бен. Фото призрака. В следующем видео мужчины Найшин, Гашин и Ядзуки отправляются в таинственную пещеру в поисках паранормального. Причиной посещения была фотография, которую им отправил их зритель. Он говорит, что сделал фотографию, на которой снял настоящего призрака в этой пещере. Втроем они зашли внутрь и начали искать место, где была сделана фотография. Когда они добрались туда, им случайно удалось запечатлеть что-то чертовски жуткое. Посмотрите. 大丈夫。息切れがすごくなる。あんま吸いたくないんやけどね。ちょっと広いところ行きます。安助さん気をつけてね。滑る。石、巨大な石を下に落とすとこ。やめて。マジ膝限界でさ、なんか和式トイレでトイレした時こんな感じじゃない。ああ、わかる。マジ。あ、安助さんさ、あれ見せて画像。どこだろうこれ。紫じゃない？画像反転とかしてないよね多分。外カメラ撮ってるよね。どこだろうこれ。紫？もうそろそろ最深部に行くよこれだって。視聴者さんだいぶ行ったの。Когда они втроем находятся глубоко в пещере и обсуждают, где была сделана фотография, что-то ужасающее появляется из-за скал и смотрит на них. Через несколько секунд фигура исчезает в темноте. Не понимая, что им удалось записать, они продолжают свое расследование. Когда они находят место, на котором была сделана фотография с призраком, Гашин решает остаться там один. 顔認証した。ちょっと待ってちょっと待って。嘘。何も映ってないよ多分。何も映ってないですね。В одиночестве он переживает необъяснимые явления, а камера на телефоне будто улавливает чье-то лицо. И уже через несколько минут из глубины пещеры доносится пронзительный женский голос, что заставляет Гашина покинуть это место и вернуться к машине, где он узнал, что он не единственный, кто испытал что-то странное. 疲れたね。疲れたね。いや結構初めてやったけど。あ、それやった？うん。まあ、一応ね。いやー、ちょっと最後に楽できました。珍しいね、安家さんが検証しなくていいっていう。今日はちょっとお仕事楽させていただきました。そうね。たまにはこういう時があっていいっすよ。うん。ねぎらってもらわないと。ツイッターとかでもね。大ちゃん初めてやったけど、どうだった？いや結構ね、やっぱなんていうかな、やっぱ寒気、まあその洞窟っていうのもあるけど、やっぱそこがすごいよね。そうね、なんか雰囲気が違うもんねやっぱ。ね。あとコウモリエグかったね。あ、エグかった。
いや前来た時ね全部冬眠しとったけん、上にくっついとるだけやったんやけど、今日ずっと終始飛び回りよったけんさ、マジ地獄やったね。いや本当に、いや結構ね過酷。本当よもう。今香港に言ったよ。やばくない？車揺れたよ今。やばい。ちょっと見よう。意味がわかんない。Когда Гашин находится в пещере, а Найшин и Идзуки в машине, вдруг кто-то стучит. Мужчины выходят на улицу и проверяют машину и местность вокруг, но никого не находят. А сейчас у меня к вам вопрос. Вы заметили, когда мужчина садится в машину, то за окном, прямо за Идзуки, видно бледное лицо, смотрящее на мужчин в течение нескольких секунд. Но когда мужчина слышит стук, фигура исчезает. Роддом. Следующее видео снято блогером из Казахстана, который решил исследовать заброшенный роддом. Давайте посмотрим. Исследователь идет по темной заброшенной больнице, а его камера фиксирует странную размытую тень. Если мы увеличим яркость видео, мы определенно увидим, что кто-то или что-то стоит в темноте этого заброшенного роддома. Арлингтонская плантация. Мужчины-ютуберы отправляются на Арлингтонскую плантацию, которая является хорошо известным местом, где им удалось зафиксировать нечто паранормальное. Мужчины разделяются, чтобы исследовать здание. Кейси приковывает себя цепями в здании, видимо, чтобы проверить нервы на прочность, а Колтон идет общаться с духами и наблюдать. I have a EMF detector here. If you'd like to light this up, let me know that you're here. I could put it on the ground. And you could come close to this if you'd like to show your presence. Or you can go next to that device over there again if you like. I'm not here to harm you, and I hope that you're not here to harm me. I'd just like to know if there's the spirit of a little girl that's still here. Is there a little girl still residing within this building after the fire? Whoa. Hello? I know you guys could hear that. Кейси спустя некоторое время слышит шаги и громкий взрыв, от чего пугается. При этом устройство для общения с духами начинает издавать сигнал о присутствии здесь кого-либо. Ни шаги, ни разговоры не могли успокоить Кейси, который был прикован цепями в этом заброшенном здании. Внезапно Колтон замечает кого-то на экране и сообщает об этом Кейси. But there's someone or something in there with you. I just saw something past that camera in the hallway. What do you mean you saw something? Like a person? I saw something interfere with the camera. I could see like the outline of the doorway that's behind it, and then it just went black. I saw something move by, and the motion detector went off. Alright, bro, but if there's someone here, I'm not Hold on. Yeah, chill out. I'm getting in the car right now. I'm gonna run down there and let's start.
Yeah, I'm hearing footsteps and try to hurry up. I'm running down right now. I'll be there in like 10 minutes. Колтон замечает странную массивную фигуру на экране. Фантом буквально появляется из ниоткуда в коридоре, проходит по нему и бесследно исчезает. Вскоре прибывает Колтон, освобождает Кейси, а затем они уносят оттуда ноги. Кладбище Фергюсона. Исследователь, который уже не раз появлялся в наших подборках по имени Ян, проводит паранормальное расследование на предположительно населенном привидениями кладбище Фергюсона ночью. Ян объясняет, что посетители этого кладбища сообщали о том, что за ними наблюдают. Более того, некоторые посетители сообщили, что видели белую фигуру размером с маленького мальчика, которая в одиночке бродила по кладбищу. Мужчина отмечает, что могила мальчика почему-то находится вдали от всех остальных. Ян настраивает свое оборудование, и вскоре после начала расследования он фиксирует нечто довольно жуткое. You see that people bring you a lot of gifts. You see you've got a lot of coins, rocks and stuff. Do you like it when people bring you stuff? Well, I got you something right here. That's a teddy bear. You like it? Here you go. I set it there for you. If you like that teddy bear, could you move it? Could you move its arm? Just to keep in mind that the wind is blowing, and that is what's causing that to move right there. The bow on him. I'll put this K2 meter next to him too. Whoops, I almost knocked him over. You don't have to be shy. I'd just like to be friends with you. Would you like to be friends? I thought I heard something. It was like a whew. Did you just make a sound? Исследователь пытается связаться с мальчиком и через несколько мгновений слышит голос, который шепчет «нет». Проходит несколько часов, и откуда-то из темноты, окружающей Яна, доносятся звуки собачьего скуления. Okay. Recording now. What? Whoa. Dude. Holy shit. What was that? Dude, that was like a whimper. Hello? Who's down there? Dude, there's nobody down there. Это пугает мужчину, но он все равно продолжает свое расследование. Спустя время Ян возвращается на могилу мальчика и начинает чувствовать постороннее присутствие рядом с собой. Are you around me right now? It's gone. What? It's like, it just suddenly got warm again. Like my face feels fine. I feel like I feel you moving around. What? Oh my god! That was right back here. That was from behind me. Holy. Do you want me to leave? I suddenly feel really unwelcome. Затем он слышит звук голоса маленького мальчика, говорящего «Уходи». Whatever the hell that voice was, it literally sounded like a child. Oh my god. I've got chills down my freaking spine right now. Are you still over there? Он также зафиксировал странное полупрозрачное лицо, которое выглядывало из-за дерева. Whoa, what? My camera just died. Whoa!
Затем на кадрах мы видим, как плюшевый мишка, который стоит на могиле мальчика, странным образом падает сам по себе. Ян, как и обычно, находится под впечатлением от паранормальной активности, которую ему удалось заснять. Шахта Эль-Пасо. Данный ролик от мужчины по имени Рауль Гарсия Агандо. Распереживавшись, отец отправлял его всем исследователям паранормального, чтобы разобраться, ничего ли не угрожает его сыну. Во время исследования старой шахты в Эль-Пасо, штат Техас, его сын снял нечто пугающее, сам об этом не подозревая. Посмотрим вместе. Когда камера снимает одну из пещер, мы можем увидеть пугающую фигуру. Парень, который снимал это видео, тогда ничего не видел. До того момента, пока он не посмотрел видео, у него не было страха за свое будущее. Но потом он рассказал все отцу, поскольку переживал за свою жизнь. Иди ко мне. Следующее видео было загружено в ТикТок. Мужчина находился в действующей больнице, как вдруг увидел, как что-то движется за углом. Это было так, как будто нечто призывало его подойти. Как только он заворачивает за угол, эта неведомая черная рука, как назвал ее автор, исчезает. Зрители TikTok были напуганы этим видео. Некоторые считают, что этот демон играет с ним злую шутку. Соседи. На следующем видео женщина снимает дом своих соседей и замечает что-то очень тревожное. Оказалось, что в гараже ее соседей происходит что-то странное. Причина, почему она посчитала это необычным, заключалась в том, что соседей не было в городе. Но как ни странно, в гараже загорелся свет. Женщина, которая сняла это видео, проходила мимо, когда заметила это. Но по мере того, как она продолжала наблюдать, происходило что-то, что пугало ее еще больше. Посмотрите. Некая фигура мечется в гараже. Нечто движется в течение нескольких секунд, прежде чем внезапно остановиться и посмотреть в окно гаража. Это выглядело так, будто оно заметило, что женщина наблюдала. Старый храм. Следующее видео снято японским охотником за привидениями. Мужчина по имени Чибитама в одиночку отправляется в старое здание храма. Позже он решает спуститься по лесной тропинке в другую часть разрушенного храма и осматривается по сторонам. Ай, ありがとうございました。では帰ります。さようなら。
Автор закрывает двери, но сквозь щель двери можно увидеть бледно-белую сущность, выглядывающую из дверного проема. Оно смотрит прямо на Чибитаму, который видит эту сущность, прежде чем она исчезает, как будто ее никогда и не было. Пустое крыло. Следующее видео было опубликовано в TikTok пользователем, который утверждает, что работает в больнице, которую вы сейчас увидите. Он говорит, что в больнице есть крыло, которое раньше было отделением неотложной помощи, но больше оно не используется. Тем не менее, это крыло осталось нетронутым и полностью пустым, за исключением слухов о том, что здесь обитают призраки. Работники больницы идут проверить, что же здесь происходит по ночам, и снимают все на телефон. You nervous? Why are you nervous? Because it's hard. Are you nervous? Yes. You see anything? Oh shit! That was evil. You knew what you did there. I knew exactly what I was doing. What? What? Chloe just spooked herself. What? Oh. Oh, it's a doll. Oh. Yeah, it's just a little doll. It was training. Oh, it's a train doll. Who put it here? It's still weird though. Yeah. Yeah, look at her. That's weird. Oh, that's freaky. Let's go. Upstairs. It's way upstairs. Yeah, that's upstairs. Sorry, I thought you were. I felt you like were. It's just freaky. You guys wave in the camera or in the reflection. They like see me? God, I feel like I'm gonna see. Oh, that's the same room. Oh. God, oh. What? Why are you looking? Oh, the lights are on. Go in. Go in. I want to go in. No, go in. Go in. Go in. Figure out why the lights are on. I don't like that. I don't like that. Do it. They look like evil eyes. You guys gonna come in with me? Yeah, Look, of course I'm we're so- gonna go in with you. Thanks. Ooh, it feels weird. Is that you? Yeah. This room feels weird. I don't like this. Ooh. Oh! 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 The curtain moved! No, it did. Yeah, it did. It moved. Shut up. It moved. It moved. Yes, it did. Why would It curtain did. move? How did you not see that? Oh, okay. Oh my god. Ooh! Первое, что их удивило, когда они исследовали больницу, это жутко выглядящая кукла, которая каким-то образом оказалась под столом. Затем они замечают, что в одной из палат горит свет, и они решают войти. Человек, записывающий видео, говорит, что занавеска начала таинственно двигаться сама по себе. Он выбежал из комнаты, но его друзья не поверили ему. Но это не все, что могло напугать их. Чуть позже какой-то предмет падает на пол. Работники больницы не на шутку испугались после съемки этого видео. Скептики из ТикТока утверждали, что это видео является постановкой ради просмотров. Однако другие пишут, что это видео напугало их так сильно, что теперь они боятся оставаться в больнице. Дом Войда.
Ютубер по имени Ян, который уже не раз появлялся у нас в подборках, решает исследовать населенный призраками дом Бойдов. Он расположен в Миннесоте и известен тем, что первоначальные владельцы, Фред и Минни, трагически потеряли здесь 4 из своих 11 детей, и десятилетия спустя их постигла та же участь, поскольку они оба скончались здесь. С тех пор, как они умерли, здесь часто сообщается о паранормальной активности. Призрачные шаги и странные голоса были замечены в этом доме. С наступлением темноты мужчина начинает свое расследование. Minnie or Fred Eckhart, are you here? I'm in your lovely home. Are you okay with me visiting? If you can hear me, could you make a sound somewhere in this house? It's awfully quiet in here to start. I'm not really feeling any. What the hell was that? Hello? I'm not really feeling any. I'm not really feeling any. I'm not. Он решает задать духам несколько вопросов, которые, по его мнению, все еще находятся в этом здании. Уже спустя несколько минут женский голос раздается из темноты, как будто он сказал: «Я здесь». If you are indeed here and I'm not going crazy, could you touch this green light that's on the table? You can use whatever energy you need. You can use energy from me, from my cameras. Okay. Wow. Okay, I'm getting chills suddenly. Is your name Minnie Eckhart? Are you still here? Are you still living in your home? If you are Minnie Eckhart, could you touch that green light again? Yeah, that's what I figured. Are you the voice that I heard earlier? Or was that somebody else? Was that voice you? Yes. Minnie, is it okay if I ask you a few questions? Yes. Okay. My first question, Minnie, is, are you aware that you have passed away? You're no longer living. Whoa. Okay. So then, why do you stay here? Why don't you pass on to the next life? Is there a next life? Yes. Okay. So then why are you still here? Are you stuck here? Or do you just like it here? Yes. Okay. Well, I can definitely understand why. This is a lovely home. Устройство для общения с загробной жизнью продолжало показывать, что активность в этом доме существует, но Ян и не подозревал, что произойдет дальше. You've lived here a long time, I understand. Is Fred... Okay, whoa. I heard that. Minnie, was that you? Did you just make a sound? It's like a tap on a wall. If that was you, could you... Okay. Oh. I heard that. That was right behind me. Thank you. Alright, Minnie, I'm hearing you all around me right now. What? What is that? Oh my god! What the hell? That's like a radio. But how? Его пугает старое радио, которое включается само по себе. Послушайте, на старом радио слышны не только помехи, но и что-то похожее на женский голос. It's still on, but it's not making noise. Oh my god, the stack's coming in more. Hello? Oh. A voice just came through. What the hell is going on? Hello? Could you speak again?
Когда Ян слышит странные звуки в этом здании, он решает спуститься в подвал, откуда они также могут доноситься. What the hell was that? Hello? The sound came from back over here. If that was you, could you make another sound? What the heck? Oh. That's creepy. Hello? Oh my god, this is one creepy room. Who's down here with me? What the hell? Oh my god. What the fuck? That's a tricycle! That's a tricycle! Oh my god! What the fuck? It's like up against the wall! Oh my god, that is terrifying. It must be like a child down here. Обратите внимание на трехколесный велосипед, который замечает мужчина. Уже спустя несколько мгновений он каким-то образом оказался у стены, хотя стоял в другом месте. Видимо, его кто-то перемещает в этом подвале. They definitely would have had to have moved that tricycle. There's no way that would have done that by itself. I mean, just look. So you have to actually push this thing to get it to move. I mean, how do you explain that? Okay, that was a child's voice. Did you just speak? I'm freaking myself out now. Hello? Ян начал выяснять и рассуждать, как велосипед мог двигаться и кто мог им управлять. И уже через несколько секунд он услышал детский голос. Исследователь решает сделать несколько фотографий, чтобы выяснить, есть ли кто-то в этом доме, и замечает теневую фигуру на одной из них. Посмотрите сами. Hello? Whoa, what the fuck? Dude, I just saw a fucking shadow. Holy shit. It was right up here. Hello? There was somebody standing like right there. Who's up here? I just saw somebody here. There was literally a dark mass standing at the top of these steps. I saw it in the flash of the camera. I'm gonna look and see if I can find it. Oh my god, what the fuck is that? Dude, it's right there, it's like a shadow. I caught that in the photo. Как предполагает сам автор, это мог быть дух Фреда, первоначального владельца этого здания. Когда Ян замечает стук, похожий на шаги, он решает исследовать чердак, а там его ждет что-то более шокирующее. What? Look! Dude, that thing was just moving! Oh my god! That rocking horse just moved! Could you move it again? Oh, dude, I think I might have caught that on camera. Oh my gosh, I did not expect that. В одном из кадров вы можете увидеть детскую лошадку-качалку, которая начинает раскачиваться сама по себе. Нечто в гараже. Данный ролик был снят мужчиной, который поймал что-то довольно жуткое возле своего дома. По словам автора, он был совсем один и просто курил, но что-то его не на шутку испугало. Присмотревшись к гаражу рядом со своим домом, он тут же выронил сигарету. Сначала он даже не мог пошевелиться из-за того, насколько он был потрясен увиденным. Что бы ни было в его гараже, он слишком боялся, чтобы заглянуть внутрь.
bro. Okay, cool. Сначала вы можете ничего не увидеть, но уже спустя секунды появляется то, что выглядит как жуткое лицо. Оно не движется и не видно его тела. Мужчина считает, что у этого таинственного лица нет ни туловища, ни каких-либо конечностей. Мужчина уверен, что это был не член семьи, так как в это время он был дома один. Для убедительности он также аргументировал позицию тем, что в его семье все достаточно смуглые, а это лицо было белым как стена. Патруль. Мужчина на следующем видео утверждает, что когда он патрулировал этажи пустой больницы, там не должно было быть никого, кроме него. Но как выяснилось позже, он снял кого-то или что-то и не понял этого, пока не посмотрел отснятый материал дома. Это выглядит так, как будто высокая темная фигура выходит из одной из палат и показывается буквально на секунду. Зрители, которые посмотрели этот ролик, разделились во мнениях. Одни считают, что это мог быть просто один из друзей, но другие отметили, что это нечто потустороннее. Незваные духи. Следующий ролик найден в ТикТок. Зрители были напуганы, так как авторы нашли нечто сверхъестественное прямо у себя в квартире. Джо и Саванна убеждены, что их квартира принимает незваных духов. В этом ролике пару беспокоят ужасающие звуки, которые доносятся из другой части их квартиры. Джо хватает свой телефон и отправляется на расследование. Сначала ничего странного и страшного не происходит, но спустя некоторое время вы можете заметить нечто темное, что поднимается над диваном. Зрители ТикТок были напуганы этим клипом, и многие согласились с тем, что в квартире Джо и Саванны обитает нечто потустороннее. На другой стороне нет покоя.